Если вы хотите узнать, как запрограммировать свое подсознание для проявления любых желаемых результатов и переживаний, вам стоит обязательно посмотреть это видео до конца. Сегодня мы проведем увлекательный мастер-класс, который покажет, как эффективно запрограммировать ваше подсознание и использовать язык, на котором оно общается с вашим сверхсознанием. Мы научимся, как квантовое поле может быстро и благоприятно реагировать на ваши желания и внутренние команды. Давайте погрузимся в это захватывающее знание. Мы начнем с рассмотрения двух ключевых частей – вашего сознательного мышления и вашего подсознания. Сознательное мышление – это краткосрочный программист вашего ума. Оно любит задачи и работает в бета- и альфа-волновых состояниях. Это различные уровни активности мозга. В бета-состоянии вы решаете задачи, активно мыслите или общаетесь. Оно характеризуется высокой активностью, вниманием и концентрацией. В альфа-состоянии вы более расслаблены. Это связано с легким вниманием и медитацией. В этом состоянии вы можете быть более открытыми к интуитивным идеям и внутренним переживаниям. Каждое из этих состояний играет свою роль в процессе мышления и восприятия. Сознательное мышление всегда бдительно, внимательно и осознает задачи и цели, которые вы устанавливаете намеренно. Это как золотая рыбка, и порой она самая непригодная часть вашего ума, поскольку бывает так, что она часто забывает даже то, что вы делали вчера. В отличие от него, подсознание – это долгосрочный программист. Оно принимает любое семя, которое вы сажаете в плодородную почву вашего внутреннего мира, и если вы регулярно заботитесь о нем, это семя начинает расти. Ваши желания становятся долгосрочной программой, которая мгновенно транслируется в квантовое поле, помогая вам переформатировать и изменять вашу трехмерную реальность. Прежде всего нужно понять, что подсознание не понимает времени. Язык подсознания прежде всего это сейчас. Оно не понимает времени. Если вы хотите проявить что-то в будущем, ваше подсознание не понимает времени. Оно понимает только сейчас. Поэтому если вы начинаете говорить с подсознанием на языке чувств и думаете «я буду чувствовать себя лучше, когда эти деньги придут, когда эти клиенты заплатят, когда новые клиенты появятся, когда я перееду, когда встречу своего идеального партнера», все это связано со временем. Не делайте этого. Ваше подсознание этого не понимает. И вы в конечном итоге возвращаетесь к своему сознательному мышлению, где начинаете слишком много анализировать и хотите контролировать процесс «как». В этом и дело. Сознательное мышление смотрит, как мне перейти от точки А к точке Б, а подсознание может быть сосредоточено только на сейчас. В настоящем нет «как». Итак, с языком подсознания время не связано никак. Другая вещь состоит в том, что нет пространства или измерения. Если вы подумаете о сознательном мышлении, которое переходит от точки А к точке Б, ему нужно двигаться через время и пространство, чтобы выполнить задачу и завершить ее. Чтобы добраться от вашей точки до работы, вам нужно перемещаться через время и пространство. Это занимает минуты или часы, и вам нужно пройти через последовательность пространств, чтобы достичь своей цели. Но подсознание этого не использует. Ему не интересно время или пространство, потому что для него все происходит в сейчас. Это критически важный момент, потому что то, что вы чувствуете сейчас, это то, что вы чувствуете прямо сейчас. Когда вы объединяете то, что хотите чувствовать, и настраиваете это чувство как семя в вашем плодородном саду подсознания, это именно то, что будет использовано. Это кодекс, это закон по умолчанию, это информация,
Это строка кода, которая теперь отправляется вашему сверхсознанию и, следовательно, программирует вашу внешнюю реальность, чтобы вы могли ее изменить в соответствии с тем, что вы хотите и на что вы обращаете внимание. А еще более конкретно, через язык чувств прямо сейчас. Откажитесь от времени. Если вы начинаете чувствовать нетерпение, то вы нетерпеливы, потому что привязаны ко времени. Вы также испытываете разочарование, потому что сталкиваетесь с трением, когда хотите перемещаться через пространство или начинаете говорить о расстоянии. Другая вещь здесь – это размер. Подсознание не понимает размер. Так что ищете ли вы иголку или самолет, это не имеет значения для подсознания. Время, пространство, размер, измерение – это ничто не имеет значения для подсознания. Если вы подумаете об этом, то все это будет связано с третьим измерением, то есть с трехмерной реальностью. Подсознание не заботится о том, что происходит снаружи вас. Ему не интересен материальный мир, мир объектов и вещей, мир, который функционирует и вибрирует на гораздо более медленной частоте, чем ваш внутренний мир. Если вы хотите запрограммировать свое подсознание для получения лучших результатов, более быстрых результатов, чего бы вы ни пожелали, то вам нужно избавиться от языка, основанного на времени, пространстве, измерении и размере. Потому что когда вы чувствуете, что что-то слишком велико или слишком мало для вас, например, я могу проявить 10 тысяч, но не могу проявить 10 миллионов, потому что это слишком много. Это сознательное мышление мешает, но каким образом вы его программируете? Ответ – через язык чувств. Итак, теперь давайте поговорим о том, как вы можете войти в подсознание. Точка доступа – это альфа-состояние мозговых волн, а затем, конечно, есть тета, что является глубокой работой подсознания. Обычно это происходит, когда вы спите или когда вы находитесь в глубокой медитации и не связаны с телом, не связаны с пространством и временем, не связаны с каким-либо понятием о себе. Вы просто чистое бытие, все еще доступное источнику энергии. Возможно, и, скорее всего, вы находитесь в тета, но не можете это помнить, потому что во сне сознательное мышление отключается, и ваша нервная система теперь погружена в новый свет и новую информацию, потому что она находится в глубоком покое. Но чтобы запрограммировать подсознание, нужно идти в альфа. Альфа – это расслабленное состояние. Вот почему, когда вы смотрите телевизор или фильмы, или слушаете музыку, вы склонны отвлекаться. Именно там происходит программирование, но вам нужно правильное программирование, намеренное и целенаправленное программирование, которое соответствует вашим мечтам и желаниям. Когда вы в альфа, вы в состоянии, похожем на сон. Это действительно ощущается очень расслабленно. Вы можете быть в лежачем положении, но не спать. Вы можете сидеть полулежа, но не спать. Вы можете сидеть прямо, но не спать. Вы должны осознавать свое расслабление и находиться в состоянии расслабления, потому что именно там подсознание очень восприимчиво. Теперь, когда вы в альфа, вы впечатляете подсознание чувствами через образы. Это так работает, потому что ваш ум быстрее сопоставляет образы, чем вербальный язык. Например, если у вас есть образ сцены или результата, вы берете его стоп-кадр и активируете его в своем альфа-состоянии. Что значит активируете? Когда вы расслаблены, вы приносите эту сцену в свой ум и начинаете чувствовать себя в этой сцене. Вы чувствуете себя в ней, потому что, когда вы чувствуете это, вы становитесь единым с ней. Вы не наблюдатель снаружи, вы внутренний участник этого выбранного результата. Подсознание любит этот тип языка, оно любит эту информацию, и ваша нервная система тоже. Ваша нервная система расслаблена,
И поэтому мы находимся в альфа-состоянии мозговых волн. Вы активируете свое воображение, и, активируя его, вы приносите то, что хотите, как сцену. Представьте бегунов на 100 метров. Они не тренируются, чтобы пробежать все шаги. Они тренируются, чтобы пересечь финишную линию и оказаться на пьедестале. Они тренируются, чтобы быть на пьедестале, поэтому в своей сцене они видят себя на пьедестале. И теперь все элементы, которые ведут к тому, чтобы оказаться на пьедестале, как от обратного, возвращаются в сознательное мышление. Тренировка, растяжка, физическая сила, длина шага, выносливость и так далее. Подсознание обладает женской силой и невероятной восприимчивостью. Оно не оценивает то, что вы ему предлагаете, просто принимает это как девственную плодородную почву. Это означает, что оно всегда готово к посадке семян ваших желаний, каждую минуту, каждый день. Используя альфа-состояние мозговых волн, вы входите в прекрасное расслабленное состояние. В этом состоянии вы можете впечатлять свое подсознание сценами и образами, а затем погружаться в них, оживляя их. Вы придаете жизнь неподвижным изображениям, превращая их в видео и создавая опыт от первого лица. Например, вы можете представить, что идете по пляжу. Ощутите песок между пальцами ног, услышьте, как он хрустит под вами. Насладитесь криком чаек, почувствуйте ветер или легкий бриз на коже и ощутите тепло солнца. Слушайте шум волн и позвольте этому опыту стать вашим. Что бы ни происходило, вы сейчас полностью погружены в этот опыт. Ваше подсознание испытывает радость от такого взаимодействия. Оно является воротами к сверхсознанию, а сверхсознание — это квантовое поле, которое управляет всеми процессами «как». Завершение этого процесса заключается в отказе от времени, любых временных ссылок, пространства и размера. Все это связано с процессами «как», которые относятся к третьему измерению. Завершение этого процесса заключается в отказе от времени, любых временных ссылок, пространства и размера. Все это связано с процессами «как», которые относятся к третьему измерению. Это связано с вашим сверхсознанием, вашей высшей душой, вашим высшим «я», разумом Бога. Как бы вы это ни называли. Как это проявится? Что мне нужно делать? Откуда это появится? Как я это получу? И так далее. Понимание того, что «как» относится к настоящему, является важным моментом. То, как вы себя чувствуете сейчас, определяет ваш опыт. Семя, которое вы сажаете в данный момент, формирует ваше будущее. Чувства, которые вы испытываете относительно образа, который вы представляете в своем воображении, влияют на ваш внешний мир. Не имеет значения, когда вы начинаете думать о 10 тысячах или 10 миллионах. Для подсознания не важно, большое это или маленькое. Важно, как это заставляет вас себя чувствовать. Поэтому погружайтесь в сцену от первого лица. Если вы наблюдаете за собой со стороны, вы не участвуете в ней, вы просто зритель. Вам нужно быть на поле, играть в игру и забивать голы. Подсознание — это механизм, насыщенный опытом. Это программа, которую вы устанавливаете в долгосрочную память вашего подсознания. Итак, это действительно очень простые шаги. Первое. Определите свои желания. Четко поймите, чего вы хотите, и знайте, какие переживания хотите испытать. Второе. Войдите в альфа-состояние. Расслабьтесь и настройтесь на спокойное состояние ума. Проще всего это сделать непосредственно перед сном или сразу после пробуждения. Третье. Визуализируйте сцену. Представляйте ее от первого лица, погружаясь в детали и ощущения. После того, как вы провели 10-15 минут в этом состоянии, отпустите свои мысли. В течение дня следуйте за подсказками и интуитивными указаниями. Это не означает, что нужно изнурять себя работой.
Наоборот, из этого состояния вы будете чувствовать вдохновение и любопытство. Идеи будут приходить к вам, потому что вы открыты для нового. Теперь у вас есть прямая связь с вашим сверхсознанием. Отпуская это, вы сейчас ощущаете полную уверенность в том, что ваш опыт от первого лица уже живет внутри вас. Он активирован, и теперь, если вы продолжите его активировать, он обязательно проявится. Теперь давайте полностью раскроем закон притяжения и поднимем нашу частоту. Одна из теорий проявления утверждает, что мы постоянно излучаем частоту, основанную на наших эмоциях, и, проще говоря, получаем то, что излучаем. Поэтому ваше состояние ума и тела имеет ключевое значение. Если вы находитесь в плохом настроении, например, сердитесь или испытываете страх, вы передаете низкую частоту. Однако, когда вы находитесь в состоянии любви, счастья, радости и творчества, вы излучаете высокую частоту. Существует простое научное объяснение этому – закон симпатического резонанса, который в музыке показывает, что одно может физически влиять на другое, даже если они не кажутся напрямую связанными. Например, если у вас есть два пианино в одной комнате, и вы сыграете ноту «до» на одном, струна «до» на другом пианино также начнет вибрировать с той же частотой. Частота человека, который сердится, отличается от частоты человека, который счастлив. Как говорится, несчастье любит компанию. Почему же все счастливые и удачливые люди, кажется, находят друг друга? Это связано с симпатическим резонансом и частотой. Закон притяжения подразумевает, что чем больше вы думаете и чувствуете о чем-то, тем более вероятно, что это войдет в вашу жизнь. Поэтому, когда вы поднимаете свою частоту, важно как можно чаще подключаться к частоте любви, счастья, оптимизма и креативности. Чем больше времени вы проводите с людьми, которые поднимают вашу энергию и являются удачливыми, радостными и успешными, тем выше вероятность, что вы тоже это испытаете. Теперь давайте перейдем к практике по повышению вашей частоты. Закройте глаза и представьте экран кинотеатра перед собой. Вообразите, что смотрите на версию себя с более высокой частотой. Вас, находящегося в состоянии радости, мира, благодарности, доброты и оптимизма. Обратите внимание на выражение вашего лица, вашу позу и то, как вы излучаете счастье. Теперь представьте, что вы погружаетесь в этот экран и входите в свое высокочастотное «Я». Посмотрите на мир глазами вашего самого счастливого «Я». Услышьте свой внутренний диалог, добрый, оптимистичный и ободряющий, говорящий вам «все хорошо». Почувствуйте, как прекрасно находиться в этом состоянии высокой частоты. Теперь обратите внимание на ту часть вашего тела, где вы лучше всего ощущаете эти положительные эмоции, и дайте им цвет. Представьте, как вы поднимаете этот цвет через шею в голову. Затем опустите его через плечи в руки, ладони и пальцы. Переместите этот цвет вниз через грудь в ноги и удвойте его яркость, удвойте интенсивность, удвойте яркость и удвойте ее снова. Теперь представьте, что вы окружены этим цветом и живете в этой высокой частоте на протяжении всего дня. Вообразите, что вы окружены этим цветом каждый день и живете в этой высокой частоте во всех аспектах вашей жизни – здоровье, отношения, любовь, деньги, карьера, образ жизни и счастье. И когда вы будете готовы, возвращайтесь обратно. Вы можете запомнить это состояние и активировать его в моменты, когда оно вам необходимо. Точно так же вы можете сделать с любым качеством, которое хотите развить. Например, если вы стремитесь стать более уверенным или спокойным, заимствуйте это качество у человека, в котором вы видите эти черты. Примените их к себе.
Каждый раз, когда вам понадобится это качество, просто наденьте его, погружайтесь в него и действуйте из этого состояния.